Доброго времени суток. А почему снимаю это интро? Казалось бы, нас меньше 500 человек, но при этом уникальных зрителей за 28 дней последних больше 17 тысяч. И просмотров больше 56 тысяч. О чем это мне говорит? О том, что многие из вас приходят на мой канал впервые. А если вы уже постоянный зритель, вы можете переходить в тайм-коды, вы понимаете, куда вы пришли, просто открывайте уже те тайм-коды, которые вам комфортны, и смотрите выборочно или полностью на ваш выбор. А если вы впервые на канале, и если вы пришли на конкретное название и хотите посмотреть все об этом, что в названии, и думаете, что там будет такая вот точная инструкция, то, пожалуйста, посмотрите это интро, оно точно для вас, чтобы вы не были разочарованы, чтобы вы были в комфорте и чтобы вы понимали, как так получилось, что такое название и такое содержание. А я начну ответ с короткого убеждения, что когда вы смотрите какие-то инструкции, они не особо помогают. Инструкции записывают конкретные люди, которые разбираются в чем-то, у них там другая сборка компьютера, у них другая сборка софта. Вы посмотрите, придете домой, попробуете, у вас ничего не получится, вы расстроитесь. А что делаю я? Полную противоположность инструкции. То есть у меня идет будний веб-код блогера США, где я показываю разработку, как я разрабатываю IT-продукты. И вы смотрите, что у меня где-то что-то получается, что-то не получается, часто не получается, как я решаю эти сложности. И вы формируете уже свою IT-насмотренность, и вы тогда уже начинаете делать самостоятельно, и у вас все получается. Так что я здесь для вас, чтобы у вас получалось создавать ваши IT-продукты более качественно, ну или вообще, чтобы получалось, но желательно более качественно. Я надеюсь, что именно это то, чем может быть полезен мой контент для вас. Итак, мы плавненько подошли к тому, что у меня есть то, чем я живу. Вот я создаю IT-продукты, и я записываю стримы, которые обучают. Я ими делюсь. И после того, как я записал, ну, допустим, там час, 2, 3, 4 часа, бывают у меня такие видео, то там, ну, в часовом видео там 5 каких-то полезных моментов, а в 4-часовом там около 20 полезных моментов. И мне надо выбрать что-то одно или несколько и вынести это на картинку, и вынести это в ограниченный 100 символов названия видео. И я выбираю, стараюсь не какие-то такие вот яркие названия, а фактически, что было сделано, чтобы, ну, как навигация, было понятно, что вы посмотрите и что будет внутри. Полное корректное описание — это в описании самого ролика, то есть там детально описано, что вы узнаете, если посмотрите этот ролик. Ну а вот в картинку выношу то, что посчитал правильным вынести что-то одно из того множества разнообразия полезностей, которые там внутри. Вот, так что если вы пришли на конкретное название, внутри будет и то, что в названии, и много еще дополнительных бонусов. А что я показал, как создаю? Да, то есть можно кликнуть вот сюда вот в плейлисты и глянуть, что приглянется. Среди этого множества плейлистов я выделю несколько, допустим. Вот здесь вот в самом низу находится создание сайта с нуля, допустим. И вот можно просто открыть и вот так вот смотреть с самого начала, как выбирается домен, как привязывается хостинг, как настраивается почта, где хостить бесплатно. Ну, то есть вот, да, это 27 видео, но зато у вас все получится. Это вот там первый плейлист, который есть смысл посмотреть. А здесь
ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator. Это если вы хотите, чтобы вот у вас была единая удобная система управления агентами. Один агент поручал второму, генеральный директор поручает задачу техническому директору, технический директор поручает там разработчику. И вот они между собой общаются и строят для вас продукт. Вот здесь вот показал, как это все настраивать, как запускать, и в том числе очень большую популярность имеет вот этот вот туториал на 4 минуты, где просто можно посмотреть. Кстати, спасибо, да, за спасибо. Спасибо за положительную обратную связь. Мне это очень приятно. Вот, то есть вы просто сбрасываете вот эту вот ссылку, и вы скачиваете, и ваш искусственный интеллект вам помогает все настроить. То есть там примеры документов, что как поднять, какие ошибки. Ну, то есть вот буквально вы бросаете одну ссылку вашему искусственному интеллекту, он все настраивает. Вот, то есть вот такой вот польза, да. Здесь я бы сказал, что роботы-парсеры и автоматизация, я считаю, что это очень полезный навык. Здесь я показываю, как выписывать автоматизацию, которая не завязана на искусственном интеллекте. То есть, грубо говоря, вы можете поручить искусственному интеллекту собрать что-нибудь с сайта, но здесь показана механика, как это все отрабатывает фактически, чтобы можно было построить такой алгоритм, который не использует искусственный интеллект. При помощи искусственного интеллекта написать что-то, что будет для вас бесплатно. Вот давайте, можно так простыми словами сказать. И вот здесь вот как раз показано, как это сделать. Отдельный, ну, достаточно короткий, по моим меркам, 7 видео. Что у нас здесь? Создание гибридного Android-приложения. Это вот сейчас я активно занимаюсь этим проектом. И я начал там с самого начала, с открытия аккаунта и регистрации. И сейчас я вот уже нахожусь на том, что у меня идет внутреннее тестирование. И я выкатил вот это количество сборок моего Android-приложения уже в Google Play консоль. И сам их тестирую. И уже, я надеюсь, очень близок к тому, чтобы отправить это все на модерацию в Google. Я надеялся это сделать сегодня, но возникли дополнительные сложности. Надо записать видео, то есть моменты, которые не связаны с кодом, меня сильнее, наверное, останавливают, чем написание и создание кода. И последний по очереди, но не по значению, да, установка и настройка окружения. То есть я показываю, как я настроил все окружение, в котором я работаю. Просто можете зайти туда и посмотреть. Вот, так что такой вот обзор плейлистов, которые я рекомендую, но каждый найдет свое, то есть кому-то, может быть, ближе будет что-то другое. Я предлагаю просто смотреть как сериал, то есть взять какой-то сериал и вот его с первой серии дальше смотреть, чтобы вы были в контексте. Не вклиниваться там в последнюю серию, что вы ничего не поймете, почему там Рауль ненавидит Иглесиаса, да, и все остальное. Также провожу хакатоны. Вот каждый, ну, пока что провожу каждый месяц, дальше посмотрим. Ближайший будет в пятницу. В пятницу 10 числа страны-участники уже новые появились. Тема хакатона
организаторы, судьи, менторы. Что надо, чтобы поучаствовать, то есть шаги там прописаны. Вы получите вот такую вот личную страницу, подтверждающую ваши заслуги, и вот такие вот дипломы, которые можно сосканировать или пройти по ссылке, и вот откроется эта страница, которая для проверки этого диплома. Если говорить о том, как я связан с инвестициями, то можно сказать, что уже сильно меньше с ними связан. Если говорить о том, просто ли я начал веб-кодить или есть у меня технический бэкграунд, то у меня есть технический бэкграунд, но в том числе у меня есть гуманитарное образование, поэтому я стараюсь создавать контент, чтобы он был понятен и непрофессионалам, но я вот наблюдаю, что в том числе меня смотрят профессионалы, и в том числе те, которые иногда даже лучше меня программируют. Мой коммерческий опыт начался в 2018 году, так что я стараюсь показать вам мир технологий и свои архитектурные решения, чтобы вы создавали более качественные IT-продукты ваши и повышали вашу IT-насмотренность. Поэтому я надеюсь, что у вас все будет получаться лучше и лучше с каждым просмотренным видео. Как говорится, можно вечно смотреть на 3 вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Какой информацией я хочу вас удивить? Вот один ролик стоит опубликовать у меня $200. То есть это столько в токенах занимает работа искусственного интеллекта по публикации вот одного ролика. Смотрите, сколько у меня роликов на канале, и можете оценить, сколько это в деньгах. Я просто в шоке. Ну, то есть подписка, она действительно хорошо спасает от этих всех вещей, потому что по токенам это прямо будет очень-очень-очень-очень-очень дорого. Так что подписка спасает. А что сюда входит в автоматизацию? Вот я записал видео, и там нужно переконвертировать его в другой формат, потом залить на YouTube, потом правильно вычленить транскрипт слов, потом исправить автораспознавание, чтобы там ошибок не было, залить этот транскрипт в YouTube, исходя из этого транскрипта сделать summary, который будет соответствовать, расставить тайм-коды, выполнить ту структуру, которая мне подходит, загрузить этот ролик в YouTube, выбрать правильные плейлисты и описание, добавить языки и добавить субтитры на языках других. Вот, то есть вот один ролик по автоматизации, ну, то есть чтобы я это не делал все вручную, я просто ему говорю, вот ролик занимайся, вот файл, и он в автомате уже все выполняет, и вот это $21.80 один ролик. Много. Это интересная информация. Это интересная информация. Я думал запустить какого-нибудь такого конкурента для Opus Clip. Opus Clips это такой вот инструмент, который нарезает из видео шортсы и публикует их.
Но, если честно, я не понимаю, как они могут это все делать. То есть они вроде бы делают это достаточно дешево, и есть ощущение, что они как-то работают или в ноль, или в минус. Потому что если просто посмотреть по тому, сколько стоят токены на Cloud Code, ну, шортсы тогда будут просто золотые там. То есть это будет просто, да, автоматически, но очень дорого. И конкурировать с ними тогда не получится. Поэтому я как-то не понимаю. Когда начал вот это все считать, я не понимаю, как у них математика сходится и как они на чем зарабатывают. Интересно. То есть они, ну, действительно молодцы. Исходя из этой математики, вообще не понимаю, как они могут. Хорошо. А что у нас? Я уже как-то пристрастился к работе через Cloud Desktop. Почему? Потому что здесь я имею возможность продолжить уже существующую сессию. То есть я уже их по названиям вижу. И могу подтянуть, продолжить. Что получается? Я достиг 100% моего недельного лимита, но когда я запустил для command line интерфейса анализ, насколько заполнен контекст, то обычно, когда Cloud уже показывает там 100%, то на самом деле по моим измерениям там 97%. То есть где-то еще 3% есть. Поэтому вчера я мог выполнять еще какие-то задачи, несмотря на то, что клауды показывают 100%. Поэтому давайте попробуем и сегодня сделать то же самое. Значит, я хочу загрузить мой WordPress на отдельный сайт, на отдельный репозиторий. И сейчас мы подумаем, посмотрим, что уже из этого сделано и что попросим сделать искусственный интеллект. Так, Word. Может быть, WP. Как я это назвал? MCP. Shorts MCP, стол заказов и статистика. Вы, наверное, переименовал еще, что это еще и WordPress. Потому что мне так будет удобнее находить его. WordPress. Еще WP. Rename. Хорошо, мы переименовали, и сейчас я попытаюсь стянуть этот репо. И дам задание. Давай с тобой пообщаемся. Я хочу с тобой обсудить, куда мы засунем нашего фактического вендора WordPress стол заказов. То есть куда разместить его в проекте, чтобы он был внутри и чтобы, ну, вот был у нас такой вот монорепозиторий мини-Франкенштейн. Так, я надиктовываю через какую-то программу, я не знаю, через какую программу. И смотрим. Ох, он там понаделал всяких пиаров. Наверное, штук 10 я принял.
Посмотрим, что у нас уже 100%, но тем не менее он вроде бы запустился и еще не пишет о том, что все, уже ничего нельзя. Это хорошо. А я хочу, чтобы мы планировали не вот так вот локально, там, временно или еще что-то, а вот так вот всерьез и надолго, чтобы это был такой рабочий проект, и чтобы он легко был управляем, как вот единый репозиторий, где ты управляешь сразу и столом заказов, и нашим конвейером выполнения, и, может быть, еще чем-нибудь. Вот, то есть как правильно это все построить, вот какие у тебя предложения. Я не знаю, вот это то, что я надиктовал дополнительно, оно как-то меняет твой ответ, или он останется такой же прежний? Давайте надиктуем ему, потому что он бывает такой вот предлагает какое-то временное решение или легкий вариант, потому что он думает, что я хочу как-то по-легкому, по-быстрому выполнить задачу. И когда я ему говорю, что я хочу всерьез и надолго, то он говорит, это в корне меняет абсолютно все. Тогда мы будем строить другую инфраструктуру, другую архитектуру и предлагает другие варианты. Поэтому здесь я пытаюсь использовать этот трюк. Так, отличная тема, и что удобно, ты ее уже наполовину зафиксировал в документации. WordPress Shorts MCP MD, лежит план, монорепа, автономная сборка. И он правильный по духу, давай от него и оттолкнемся. А я добавлю, где вижу развилка. Отдельный репо под VP не заводим. Все в Shorts кликом, мини Франкенштейн, одно монорепо. Отдельный репо под VP не заводим. Ну, интересно, почему. VP ядро в Git не коммитим. Оно как tools, FFmpeg, runtime на сервере ставится рецептом. В Git идет только наш код. Так что вопрос, не заводить ли, а что именно и куда, внутри VP. SAS, MCP, VP. Только кастомы, не ядро. My plugins, plugins Autodesk, темы, config, plugins, VP, CLI, YAML. Правило простое, git рецепт наш код, сервер runtime. Deploy VP SH должен уметь поднять VP с нуля из этого дерева. Развилка, которую я хочу с тобой проговорить, главное стол заказов, это PHP плагин внутри WordPress или тонкий фронт над нашим движком. Логика в WordPress, WP плагин Autodesk, заказы в WP, базу данных, админка, WP как UI. Быстро WP дает авторизацию, тут админку даром, но бизнес-логика уезжает в PHP, второй язык, вторая правда. Логика у нас SAS, MCP, WordPress, тонкая витрина, форма страницы дергает наш API, клиент рулит через MCP, VP остается SEO-инструмент, тонкая продуктовая витрина. Я за B, вот почему. Это в русле твоего же ранбука, там прямо сказано, нарезку шортсов PHP не тащим, движок остается SAS Python, а ядро MCP переиспользуем как кубик для продукта. Тогда VP плагинс Autodesk, тонкий прием заявки, проксирование в наш API, а не вся логика, один мозг
наш стек WP лицо. У тебя вендор уже занят движком в мире PHP, священное имя Composer, туда он кладет зависимости. Если под WP когда-нибудь заведем Composer Bedrock пакет, то он захочет свой вендор, и будет коллизия смыслов. Решение WP держим самодостаточным под WP. Если Composer, то его вендор живет вложено в WP вендор, никогда на верхнем уровне, тогда два вендора не путаются. Как тебе развилка АБ, согласен или нет? Коротко на твой прямой вопрос. Направление тоже. Высота другая. Мы куда положить VP, папка VP ядро, не в git, логика в нашем стеке остается в силе. Но всерьез и надолго значит, что проектировать надо не папку под WordPress, а спину проекта, то, что связывает стол заказов и конвейер в один управляемый организм. Вот это и меняет ответ, не отменяет, а достраивает. Если держать это в голове, репо остается единым и понятным, сколько угодно долго поверхности, через что входит язык и смотрит статистику, WP-витрина, форма клиентский ИИ, их много, они меняются, панель управляемая, MCP, единый интерфейс над всем. Отсюда и ты, клиентский ИИ, рулите и заказами, и конвейером. Это и есть управляю всем из одного места, движки, конвейер, выполнения, а сегодняшний SaaS, Vendor, Runtime, Tools, FMPEG, Show 1, контракт, Core, общий домен, язык, Audit, Job, Results, статусы, одна правда между столом заказом и конвейером. Durable, хранилище Store, очередь BD заказов и Job, состояние, которое переживает рестарты и смену ноутов. Именно это отличает серьез от локально-временно. Окей. Один монорепо, один пульт. Поток простой на всю жизнь проекта, один заказ Store, Job конвейере, результат статистика MCP дает на это единую ручку. Четыре несущих правила, чтобы репо оставался легким в управлении. Один мозг, бизнес-логика в нашем стеке, Python, MCP, PHP, не форкает правду, развилка B из прошлого сообщения, теперь не опция, а требование, VP лицо, не мозг, git рецепт сервер, runtime, VP ядро, FFmpeg, upload, BD не в git, производится скрипт. Контракты на швах, орды и pipeline общаются только через ко-модели и store, не лезут друг к другу, кишки, тогда любой кусок меняешь отдельно, не ломая остальное. Одна панель, все через MCP, новую поверхность, стол статистики, новый клиент и новый движок подключаешь на тех же швах, ядро не теряешь. Вот это может еще чем-нибудь, оно просто пристегивается, а не переписывает проект. Появились Store, Core, Backbone. Раньше я говорил только про папку WP, и вариант B стал обязательным без Durable Store и общего контракта, стол заказов, конвейер в одном пульте держится на честном слове. С ними это настоящий продукт. Одно решение, которое разблокирует всю настройку и от которого зависит Store, модель заказа и где его хранить. Файлы JSON, как сейчас в Data Users, просто уже работают, но слабо для очередей конкуренции. Или легкая BD на сервере SQLite, потом Postgre, как единый Store заказов. Я за SQLite на сервере сейчас прицелен на Postgres.
Я так понимаю, что SQLite не может писать никакую очередь, то есть нам надо сразу поднимать Postgres, чтобы мы могли принять сразу очередь заказов или очередь обращений, выстроить их в очередь и все обслужить, ни один не потеряв. Это вот мой выбор, предложение, и я хочу сказать, что вот то, что мы обсудили, приземли, пожалуйста, в какой-то MD-файл внутри проекта, чтобы, ну вот если там уже есть какой-то, да, то прямо сейчас запиши, потому что я близок к моим недельным лимитам, и ты можешь еще работать, а может и не сможешь работать. Поэтому вот то, что мы обсудили, и то, что ты мне порекомендовал, то, что я уже принял, то, пожалуйста, это зафиксируй в проекте и сделай. Всегда, когда надиктовываю, у меня есть такое волнение, что а вдруг оно не распозналось. Да, Клауда мне обещал $200 на счет кредитами. Вот, я запустил ишку, чтобы он нашел, там почитал, но оказалось, что они вначале предложили, потом не запустили эту программу, в рамках которой они должны были давать эти $200. И поэтому предложение осталось, но оно так и не реализовано. И не начислили мне $200 дополнительных. Обращаю ваше внимание, что 100% уже израсходовано, и он еще продолжает что-то делать. Давайте посмотрим нашу панель, то есть насколько в нашей панели что-то меняется. Я бы считал, что в нашей панели должно что-то меняться. А сейчас я сижу в Short CLI. Давайте посмотрим. Вот, мы здесь сейчас находимся, и этот показатель как-то должен меняться. Или хотя бы вот мы можем смотреть, что здесь $207, и вот оно должно как-то меняться, либо мне надо будет пересоздать этого агента, и к нему, может быть, не применяются вот эти вот... Оно как-то там происходит, что оно с опозданием обновляется, там какие-то хуки подтянуты. Принято Postgres сразу и всерьез. Одна честная сноска, чтобы решение было записано корректно. SQLite технически очередь тянет, вол писать сериализирует, но для настоящей многопоточной очереди заказов, которые нельзя терять с честным резервированием, select for update skip locked и ростом Postgres правильнее, твой выбор верный, фиксирую его. Сначала записываю все обсужденное в проект прямо сейчас, это переживет лимиты, потом коммичу в Git. А push отдельный архитектурный док. Хорошо. Вижу, навигация уже ссылается на некий Architecture MD. И решение как PN, проверяя, где он физически, возможно, туда и надо было писать, а не плодить второй. Вот видите, наша навигация, она помогает. То есть он вначале создал отдельный документ, ну, что ему свойственно. То есть, что делаем? Надо записать новый документ. А потом посмотрел в навигацию увидел, уже что-то такое есть. А почему он увидел? Потому что он должен обновить документацию перед тем, как он заливается на Git. Так что то, как я построил, мне нравится. Еще я как-то рассказал Reddit. Я как-то рассказал на Reddit о том, что я создал новый термин разработка движимая
временем TM, DDD и TT или тот MDD как токен based и time management based driven development. И тут человек мне прикольно отписался. И я хочу ему написать ответ. Мне очень понравился ваш ответ. Спасибо за него. Я считаю, что вы интересный человек. Как вы смотрите насчет того, чтобы пообщаться? Если вы не против, то какой канал связи вам комфортен? Messenger, LinkedIn, другое. Созвон в Google Meet или другое на ваш выбор. Мне очень понравился ваш ответ, спасибо за него. Я считаю, что вы интересный человек. Как вы смотрите насчет того, чтобы пообщаться? Если вы не против, то какой канал связи вам комфортен? Messenger, LinkedIn, другой созвон в Google Meet. Тут вот это другое получается уже финальное. Давайте ему ответим. Поставим ему палец вверх, что он молодец. Отвечая на ваш вопрос, у вас задачи мультиагенты выполняют самостоятельно. Это интересный опыт, который я хотел бы узнать подробнее. У меня же я менеджерю искусственные интеллекты вручную, даю техническое задание и проверяю где-то через 40 минут, что готово. Поэтому мой метод был написан под мою методологию разработки, а познакомиться с вашей методологией разработки мне будет тоже интересно. И, возможно, если вы не против, можно записать видео интервью для YouTube. Так, отвечая на ваш вопрос, у вас задачи мультиагенты выполняют самостоятельно. Это интересный опыт, который я хотел бы узнать подробнее. У меня же я менеджерю искусственные интеллекты вручную. Даю техническое задание, проверяю где-то через 40 минут, что готово. Поэтому мой метод был написан под мою методологию разработки. А познакомиться с вашей методологией разработки мне будет тоже интересно, и, возможно, если вы не против, можно записать видео-интервью для YouTube. Так, вот второй комментарий. А тут какая-то сложная такая система, то есть тут какая-то карма насчитывается. То есть карма у меня сейчас 6, это кто-то меня должен лайкнуть, по-моему, да? Для того, или каждый коммент мне добавляет. Я не до конца понимаю, как это все работает. Интересно, что просмотров 425, то есть просто вот такое вот текстовое описание, и такое количество людей посмотрело. Это интересная какая-то платформа для людей, которые умеют думать, читать, и прикольно. Так, вот было 207, да, 91. Ну, да, работает. То есть у нас работает этот, верифицируется, было 207, стало 220.
долларов. Хорошо. И он достиг своих лимитов уже. Готово, все записано в проект. Ровно 3 моих файла, чужие правки не тронуты. Камичо. Ну, committed. И оборвалась. Так что, ну вот. Сегодня уже мы исчерпали лимит не только написано 100, но и просто уперлись в usage limit reached. А какой вывод можно дать, как сегодняшний, что если у вас написано 100%, вы еще можете попытаться что-то выжать из системы, это уже не то, что она уже достигла максимума, там еще есть какой-то небольшой запас, который можно использовать. Окей, хорошо. Рад, что вы повышаете вашу IT-насмотренность вместе с будни веб-код-блогера. Желаю вам создавать отличные ваши IT-проекты, а пусть они будут миллиардниками в долларах. Желаю вам финансового благополучия.